Для династии Мин фарфор является своего рода визитной карточкой. Дело в том, что именно благодаря фарфору эта династия прославилась по всей Европе. Именно по минскому фарфору Европа сходила с ума, изо всех сил пытаясь разгадать китайский секрет или изобрести его заново, на что Европе потребовалось около 500 лет. Одним из самых замечательных достижений фарфорового искусства этого времени являются цветные глазури. Изобретаются глазури самых разных цветов, среди которых самыми распространенными были красная, синяя, желтая и белая. Это глазури высокого температурного обжига, производимые при температуре около 1350 градусов. К сожалению, как при династии Мин эти глазури появились, точно так же их технология была полностью утрачена. Восстановить их не удалось ни при династии Мин, ни при последующих правителях Китая. Не удалось это сделать и европейцам. Единственная из глазурей, которая более или менее была восстановлена, глазурь красная, получившая название в Европе «бычья кровь». Но эта глазурь уже совершенно другая по технологии. Обжиг происходит при 800 градусов, не более, то есть глазурь низкотемпературного обжига. На произведениях с глазурью красного цвета, ее в Китае называли жертвенной, подносились дары императорским предкам и в храме Солнца. Синяя глазурь носила название драгоценной, поскольку сияла подобно драгоценному камню. На синем фарфоре подносились дары в храме неба, поскольку небо было верховным сюзереном, верховным правителем. Титул «Сына неба» носил император, получая от неба же небесный мандат, право на управление Поднебесной империей. Одним из самых красивых оттенков глазури был желтый цвет, нежно-желтый, как его называли в Китае, или имбирно-желтый, похожий на цвет разрезанного корня имбиря. Дары подносились на этом фарфоре в храме Земли. А на белоснежном фарфоре, покрытом великолепной глянцевой белой глазурью, подносились дары в храме Луны.